Всем добрый день! Это канал Готовить Просто. Наступает праздник Пасхи, и сегодня я хочу вам предложить рецепт очень вкусных пасхальных куличей. Выглядеть они будут вот так. Посмотрите, сколько много их получилось. Даже несколько штук я сюда не выставила, потому что они не поместились в кадр. Я расскажу, как украсить. Я сегодня, видите, украшала куличи, прям вот очень много и красиво. Запах стоит от куличей цедры, апельсина. Они, внутрь я сегодня ложила не изюм, как обычно, а я делала цукаты, клюква. Вот здесь видно, посмотрите, там цукаты и клюкву видно. В общем, это очень вкусный, достаточно быстрый рецепт. Очень такая плотноватая паска, не мокрая, не влажная. Эти паски не влажные. У меня на канале вы найдете еще рецепты других куличей. Они будут под видео, ссылки, в конце видео ссылки. Так что посмотрите, выберите для себя, какой вам понравится больше. А может быть даже два варианта спеките, полнормы так, и определитесь, какие вам нравятся больше. Итак, все это очень-очень-очень пахнет. Начинаем печь. Начнем с молока. Нам понадобится пол-литра молока. Итак, молоко нужно подогреть. Либо отправьте его на плиту и подогрейте его до 35-40 градусов, чтобы, когда вы опускаете пальчик, просто было тепло, не горячее молоко. Если вы молоко перегреете, дрожжи запарятся и паски у вас не подымутся. Это очень важный момент. Я делаю в мультиварке, ставлю в мультиварку и буду подогревать молоко до 40 градусов. Молоко подогрелось, оно так хорошо тепленькое. И чем мне нравится с мультиварки, что вся тара тоже сразу такая вот теплая. И на огне, когда я раньше делала, то кастрюлька немножечко нагревалась больше, и мне приходилось ждать, чтобы она чуть остыла. Ну, в общем, с мультиваркой, конечно, очень удобно. Хорошо, теперь в молоке растворяем сахар. Высыпаем весь сахар сюда в молоко и перемешиваем. Вот так, чтобы молочко у нас было сладенькое. Теперь обязательно соль. И теперь вы можете добавить либо ванилин, вот я буду добавлять ванильную эссенцию, можно добавить ванильный сахар, все, что там у вас есть, можно добавлять. Все это перемешали. И теперь время дрожжей. Отставляем это в сторону. Значит, по поводу дрожжей. Значит, в этот раз мне недавно посоветовали дрожжи фирмы Акмая. Вот я их купила, хочу попробовать, что это за дрожжи. Вообще я использую всегда разные дрожжи. Сухие, свежие, стараюсь всегда экспериментировать и пробовать разное. Но в этом году я планирую очень много делать сдобы, много выпечки на дрожжах, поэтому определяюсь с дрожжами. Мне посоветовали дрожжи вот этой фирмы. Если вы пользуетесь такими дрожжами, вы знаете, что это за дрожжи, напишите мне, пожалуйста, в комментах. Мне бы было интересно почитать ваше мнение, как вы готовите на них и вообще, что вы думаете. Ну вот сегодня буду пробовать делать именно на них. На Пасху всегда стараюсь использовать именно свежие дрожжи. Сухие тоже неплохо, они подойдут, но свежие, мне кажется, как-то лучше. Ну, во-первых, может быть, потому что с детства бабушка всегда готовила именно на свежих дрожжах. Ну, не знаю почему. Вот, конечно, здесь полкилограмма у меня дрожжей. Не могла найти маленькие пачечки. Если кто-то знает, где продают маленькие пачечки дрожжей, то было бы хорошо, потому что придется сейчас отмерять. Так, мне нужно 50 грамм дрожжей, не 100, а 50. Пол-литра молока, 50 грамм дрожжей. Вот так. Так, 50 грамм дрожжей. Теперь в теплое молоко крошим эти дрожжи. Можно разводить в маленьком количестве молока, но я всегда растворяю вот в большом. Вот так. Ой, так пахнут. Люблю запах дрожжей, особенно свежих. Ну вот мне нравится. Может быть, это такой, знаете, как с детства они пахнут, эти дрожжи, то мне очень нравится. Так, хорошо, все перемешиваем. Вот так. И будем добавлять муку. Муку предварительно нужно просеять, обязательно. И сейчас будем замешивать такое тесто, знаете, как чуть гуще, чем на оладике. Я всегда так говорю. Все меня спрашивают, что же это за тесто, гуще, чем на оладике. Сейчас я покажу. Чтобы опара подошла, значит, нам понадобится сито обязательно и мука. Просеиваем муку.
Обязательно просеять. Лучше его просеять пару раз, тогда паски поднимутся очень хорошо. Значит, смотрите, этот рецепт теста, если вы любите суховатые паски, ну такие не влажные, не мокрые внутри, потому что некоторые любят мокрые, некоторые не любят мокрые. У меня вообще в семье все любят разные. Некоторые любят мокрые, некоторые любят более сухие. Приходится делать всегда несколько вариантов пасок. Ну, что ж поделаешь, на вкус и цвет. Это суховатые паски, такие более плотные, с хорошим подъемом, они хорошо расходятся, достаточно пористые, но сухие. Если вы любите более мокрые паски, то найдите, у меня на канале уже есть более мокрые паски. Посмотрите их, я все рассказываю, как делать. Хорошо, вот так вот немного просеяли муку и замешиваем. Все перемешали, теперь оставляем либо в комнате на столе, где-то в теплом месте, накрываем крышкой или полотенечком, я отправлю в мультиварку, и оно будет подходить, занимает это время приблизительно полчаса. Пока пара подходит, нам понадобятся яйца. Значит, нам понадобится 3 целых яйца и 5 желтков, белки в отдельную мисочку, они нам понадобятся для украшения, а желтки вот сюда к этим яйцам. Так, яйца есть, белки пока можно отставить в сторону. Так, дрожжи нам тоже пока не нужны. Теперь нам понадобится лимон, апельсин, точнее цедра лимона и апельсина. Нам нужно ее потереть на мелкой терке. Значит, смотрите, когда будете стирать цедру, значит, нам понадобится только желтенькая вот эта вот цедра. Вот то, что белое, вы не трите, потому что оно будет горчить. Вот этот верхний желтый слой нужно стереть. Смотрите, вот так. Так, теперь апельсин. Вы можете использовать что-то одно. Либо лимонную цедру, либо апельсиновую. Но когда я делаю паски с цукатами, а сегодня у нас именно цукаты, то я делаю и апельсин, и лимон. Но мне так нравится больше. Из цукатов я беру обязательно цукаты из ананаса. Тогда я четко уверена, что это, по крайней мере, настоящие цукаты. Я использую всегда, обычно, не крашеные, вот такие. Но сегодня я купила, чтобы вам показать, что есть еще вот такие цукаты, они крашеные. Я просто противник вот этих всех красок, видите, зеленые, красные, оранжевые. Ну, как бы я противник этого всего. Но вы можете это использовать как вариант. Чем я заменяю обычно вот это все? Я заменяю либо вишней сушеной, либо вот эта клюква сушеная в сахаре, посмотрите. И можно добавить изюма еще. Но сегодня я делаю цукаты, вот это вот клюква, и цедра лимона и апельсина. Значит, по количеству я написала, сколько норма общего веса всего здесь. Но вы можете использовать только изюм, или только одни цукаты, или только одну сушеную вишню, или клюкву. Но я сегодня делаю именно такой набор. Это готово. Убираем вот это. Так, яйца. Нам их нужно взбить. Можно взбивать отдельно белки, отдельно желтки. Но в этом рецепте я так не делаю. Я взбиваю вместе яйца до густой устойчивой пены. Теперь в яйца отправляем цедру. Если цедру отправлять вместе с изюмом или цукатами, то она равномерно не распределится в тесте и будет попадаться комками. Из-за этого может горчить. Поэтому нужно растворить ее в яйцах. Ну как растворить? Перемешать с яйцами. Так, венчик можем убирать, он нам больше не понадобится. И теперь нам понадобится сливочное масло. Значит, я использую сливочное масло, можно использовать маргарин. Его нужно растопить в микроволновке или на водяной бане. И немного остудить, чтобы он не был горячий. Посмотрите, как поднялась у нас опара. Посмотрите, какая она воздушная. Видите? Смотрите, сколько пузырьков. Как она разошлась хорошо. Видите? Вот так. Теперь сюда отправляем взбитые яйца вместе с цедрой. Все перемешиваем. Яйца нужно хорошо вмешать в тесто. Вот так. Смотрите, мы все хорошо вмешали. Посмотрите, сколько видно цедры. Она так пахнет, вот я ее сейчас нюхала, так пахнет. Просто, ну нереальный запах, как пахнет оно цедрой. Теперь сюда нужно просеять еще муки. В основном, основную часть, вот здесь у меня было кило 300 муки. Практически вот это все и идет сюда. Иногда уходит чуть-чуть больше, уже потом в замес, когда мы будем замешивать. Ну, в общем, вот это кило 300 точно понадобится. У всех, знаете, мука разная, поэтому бывает
больше идет, бывает чуть меньше идет. Обязательно просеивайте муку. Начинаем вмешивать муку. Смотрите, вот так, видите, как это происходит? И вот сейчас в этот момент добавляем наше растопленное масло. Оно не должно быть слишком горячим. Убедитесь, что оно просто теплое. Я обычно растворяю его в микроволновке, и оно тепленькое. Так, теперь все это дело замешиваю вместе с маслом. И у нас должно получиться хорошее, крутое тесто. Так, посмотрите, все перемешали. Посмотрите, какое тугое, густое тесто получилось. Я его вот попробовала, оно даже дрожжами не отдает. Вы знаете, очень даже неплохо, мне нравится. Теперь сюда отправляем цукаты или изюм, что вы приготовили. Мою клюкву и эти цукаты. И все это хорошо вмешиваем. Немного перемешали. Теперь на стол нужно немного вылить оливкового или подсолнечного масла. Но я использую оливковое на Пасхе. Сюда выкладываем тесто прямо на масло. Окунаем руки в масло, которое у нас на столе. И начинаем перекладывать тесто со всех сторон, чтобы оно по кругу промокнулось маслом. Вот так. Значит, смотрите, теперь тесто нужно слегка вымесить в масле. И в итоге оно не должно липнуть к рукам. Но если будет липнуть, то совсем капельку. Потому что это паски у нас такие, знаете, чуть-чуть суховатые, не влажные. Если муки ложить в них меньше, то они будут влажноватые. У меня есть тесто, там где влажные паски, они мокрые внутри. Вот, и это на любителя. Кому-то нравится так, кому-то нравится так. Посмотрите, вот все масло мы сюда вмешали. У нас еще осталось немного масла. Нужно взять немножечко муки. И чтобы тесто не липло к рукам и к столу, вымесить немного в муке. Значит, я дала норму 1,3 кило муки. На данный момент я вмешала 1,3 кило муки. И может пару жменек еще пойдет муки, чтобы оно не липло к столу. И все. Я почему говорю пару жменек? Потому что у всех мука разная. У кого-то может быть пойти вот эти 1,3 кило, что я написала, и больше не нужно никакой муки для дальнейшего замеса. Я иногда покупаю разную муку, и поэтому иногда, вот видите, как сегодня, оно чуть-чуть липнет к столу и к рукам, и мне приходится чуть-чуть вот так вот подсыпать стол мукой, чтобы оно не липло. Вот так. В принципе, тесто готово, оно хорошо держит форму, видите? И это уже такой, знаете, хороший кусок теста. Посмотрите, какое живое тесто. Я его кладу, и посмотрите, как оно расходится красиво. Теперь небольшое количество оливкового масла смазываем сверху, снизу. В принципе, вот эти вот 4-5 столовых ложек оливкового масла, которые остались, я вот так вот и вмешиваю в тесто, чтобы уже в конце тесто было не в муке, а в масле. Посмотрите, вмешалось в тесто масло, оно немножечко жирноватое сверху, вы можете его, в принципе, вмешивать. Тесто чуть-чуть может как бы так вязнуть, видите, в руках, но оно легко отходит, потому что оно в масле, видите, оно легко отходит от рук. Вот, в принципе, наше тесто готово. Теперь я буду складывать его в мисочку, ставить в теплое место, можете отправить в мультиварку, оно должно увеличиваться в 2 раза. Обычно занимает это минут 40, а то и до часа, чтобы тесто хорошо подошло. Но все зависит от ваших дрожжей. Есть дрожжи разные, фирмы разные. Сколько у меня сегодня будет подходить, не знаю. Использовала сегодня новые дрожжи, вот мы и посмотрим. Но пока по запаху и даже по вкусу сырого теста мне нравится. Прошел целый час, посмотрите, как подошло тесто, аж под крышку, посмотрите. Ой, вот такое тесто, посмотрите. Ого! Запах цедры, апельсина, лимона, пахнет очень-очень вкусно. В общем, просто прекрасно, я довольна. Не воняет дрожжами совсем, пахнет цедрой. По вкусу можно попробовать тесто и понять, дрожжами оно отдает или нет. Потому что если сейчас не будет отдавать, то не будет отдавать и в Пасхах. Не отдает дрожжами вообще. Но мне очень нравится. Теперь давайте это все раскладывать. Если у вас есть время, вы можете это все тесто осадить вниз, перемешать, оно упадет. И ждать еще полчаса, чтобы оно поднялось еще один раз. Но я этого делать не буду. Я буду уже ждать, когда оно поднимется в самих формочках. Теперь по поводу формочек.
Можно использовать вот такие жестяные формочки, устелив их пергаментом. Но помните, что пергамент должен выходить за формочки хотя бы на 5 мм. Потому что если пергамент будет ниже или вровень, то тесто, когда начнет подниматься, может выходить за пергамент и сильно наслаиваться на формочку. Потом неудобно вынимать саму паску и нужно мыть формы. Дно нужно устелить бумагой и бока. Как я это делаю? Я сначала устилаю бока, а потом дно. Таким образом, вся паста, когда приготовится, находится в пергаменте, и пергамент снимать не нужно аж до самого момента подачи на стол паски. Если вы даже делали много, не снимайте весь пергамент. Таким образом, она будет в пергаменте сохранять свою вот эту вот нежность, влажность и сочность. То есть она не высохнет. Еще вариант. Варианты вот такие формочки продаются, всякие разные для выпечки, уже готовые. Можно выкладывать и сюда. Значит, закладывать надо половину формочки. Если вы хотите, чтобы сверху был такой большой гриб на паске, то чуть больше половины формочки. Теперь тесто нужно осадить. Посмотрите, как оно сразу падает. Вот такая большая подушка. Ну, пахнет оно просто изумительно. Теперь берем небольшую часть теста. Вот так я буду закладывать в самую большую формочку. И закладываем вот так. Я буду делать чуть больше половины, чтобы они хорошо поднялись сверху. Значит, вот этой нормы что я дала? Получается 2 большие, 2 средние и 2 маленькие. Значит, духовку нужно разогреть до 180 градусов. В горячую духовку отправляем паски. Значит, есть 2 варианта. Первый вариант. Посмотрите сюда. Вот в таком виде их можно отправить в разогретую духовку. Второй вариант. Так делала моя бабушка, и в принципе многие так делают. Ну, кому как нравится, у кого есть время. Если у вас есть время, вы можете оставить паски вот так на столе. Они подойдут, и только когда они подойдут, отправляем в разогретую духовку. 2 способа. И так я делаю, чтобы сильно отличалось, плохо оно подходит или лучше, одинаково оно подходит. Ну вот как по мне, то одинаково. Я делаю много пасты, какие-то ждут на столе, сами подходят, какие-то в духовке уже пекутся. Ну, в общем, главное, духовку на 180 градусов, пекутся они до готовности. Ну, где-то в районе 25 минут. Каждая духовка печет по-разному. Но так как это были новые дрожжи, поэтому я сейчас спеку и скажу, сколько у меня стояли именно эти паски. Паски испеклись. Посмотрите, какие они получились. Значит, я специально одну раскрыла, чтобы вам показать. Посмотрите, видны и цукаты, все видно. Посмотрите. Я люблю сверху чуть зажаристей. Я бы, наверное, даже еще дольше их подержала. Но вы можете держать столько, сколько нравится вам. Можно сделать еще светлее. У меня они стояли 35 минут в духовке, они пеклись. Следующая партия, наверное, минут на 5 быстрее. Ну, в общем, я их выняла. Они должны полностью остыть, чтобы их можно было украшать. По поводу украшения. Белок, который у нас остался, мы его достали, начинаем его взбивать. Значит, сначала на маленькой скорости, потом скорость увеличиваем, постепенно будем добавлять сахар. Когда сам белок взбился, сюда отправляем щепотку лимонной кислоты или просто можно сока лимона. Немного сахара. Значит, на 1 белок 2 ложки сахара. У нас здесь было 5 белков. Значит, всего 10 десертных ложек сахара у нас должно быть. Отправляем сначала 1 часть сахара, потом будем постепенно добавлять тогда, когда оно будет уже взбивать. Ставим сразу на максимальную скорость. Наш белок готов. Посмотрите, какой он густючий. Вот такой густой-густой у вас должен он получиться, видите? Вот такой, прям густой. Теперь берем паску, обязательно они должны быть остывшие. Сверху на паску наносим белую нашу помазку. Значит, количество и толщина, и слой ее вы можете регулировать сами, какое вам нравится. Я люблю, когда много. После того, как мы ее намажем, нужно отправить в духовку на несколько минут, чтобы он застыл. Но это тоже по желанию. Кто любит свежую, вот такой вот взбитый белок, можете не отправлять в духовку. Он через несколько часов или к утру, он тоже схватится и будет таким, знаете, как немножечко сверху с корочкой. И никуда он больше не растечется. Вот так это выглядит.
Значит, чем можно украшать? Посмотрите, я купила в этот раз очень много разных декоров, потому что хочу сделать красивые фотографии с пасками. И купила вот такие вот цыплят, посмотрите, как красиво. Их можно сделать на вот таких небольших пасочек и подарить детям, внукам, не знаю, друзьям. Детям понравится очень-очень. Все это дело можно украшать. Продаются еще вот такие вот формочки долгого хранения. После того, как паску спекли, можно сюда отправить паску и потом кому-нибудь подарить. Выглядеть это будет вот так. Тоже это очень-очень красиво. И чтобы подарок был красивый, можно украсить еще вот так. Я же купила их все-таки. Ну, в общем, вот такая паска получилась. Очень они большие, очень хорошо поднялись. Запах просто прекрасный, чудесный. Я прям слышу запах цедры. Очень красиво. Еще немножко подожду и разрежу и покажу вам, какие они получились внутри. Я украсила, выставила все паски. Посмотрите, как красиво получилось. Пасок получилось достаточно много. Выглядят они все очень красиво, и я обязательно кому-нибудь их подарю. А дарить всегда есть кому, как вы знаете. Поэтому с Пасхой вас всех. Сейчас мы разрежем и посмотрим, как получилось внутри. Посмотрите, какая паска получилась внутри. Очень ароматное тесто, пахнет цедрой у меня здесь на всю кухню. Посмотрите, как красиво смотрятся цукаты и клюква в самой паске. Значит, дрожжами я осталась довольна. Если кто-то будет делать, всем советую. Очень хорошо, быстро подошли и нет запаха. Вот я пробовала уже тесто совершенно без вкуса дрожжей, поэтому я осталась довольна. Так что, в общем, можете пробовать такой рецепт. Это очень вкусный вариант для сегодняшней паски. Спасибо, что сегодня были со мной. Спасибо, что подписываетесь на мой канал. Кому понравилось, ставьте лайк. Всего доброго, пока.